Всем добрый день. Хочу по просьбе зрителей показать, как я завариваю армянский кофе. Вообще рассказать про армянский кофе, поскольку в основном мы ставим в Фортуне армянский кофе. И я хочу объяснить технологию изготовления кофе. Еще со средних веков, с Африки, вот эта культура была привезена в Армению. Через некоторое время оно появилось и в Османской империи. Вы знаете, дорогие друзья, на самом деле дешевый кофе очень опасен для здоровья, потому что там всякие примеси, и это может привести к скупорке сосудов головного мозга и к боли, к головной боли и прочее. И давление будет скакать туда-сюда. Если вы хотите, чтобы кофе было для вас безвредным, чтобы вы могли сколько угодно наслаждаться вкусом, ароматом кофе, то возьмите хороший кофе. Сейчас есть и хороший кофе. Это кофе из Бразилии, итальянское кофе, испанское, то есть в нормальной, обработке. Но поскольку в России не так легко и просто находить вот эти все марки, то вот вам мой совет. Армянский кофе «Рояль». Он должен быть, по крайней мере, у вас магазин наверняка есть кавказских продуктов или армянский магазин. Можете набрать, может быть, даже магазин армянских продуктов, то есть магазин онлайн. Привозят они домой. Значит, «Рояль». Есть еще «Двин» кофе. Кстати, вот Двина, река Двина, это армянское название, и город Армавир в том числе, потому что Двин и Армавир – это древние, средневековые столицы Армении. Когда в 15 году, да нет, эти названия еще раньше созданы, еще до 15 года, постоянно убежавшие, спасенные от резни части армян, переселялись в то или иное место, и это место называли в честь того района или города, откуда они убежали, выходцы, да, поэтому в Ереване, например, очень много такого типа названий, как Амасия, Киликия, Баязет. То есть это намек на то, что они выходцы оттуда. Вообще в Армении очень много подобных названий. Нор Баязет, Нор, что означает новый. Нор Амасия, новая Амасия и так далее. Ну, вы понимаете, что тоска по родине, тоска по родным местам – это очень мощная сила, и это очень тяжело просто так взять и забыть, откуда ты родом, да, где твои предки были. Вот армянский кофе. Как нужно заваривать? Берете, значит, 1,5 ложки, чайной ложки кофе и... Ой, все, уже улетело. Чашка воды, холодной воды, не кипяченой. Наливайте, ставите на медленный огонь и ждете, пока поднимется. Как только поднимается пена, сейчас пена, она рассеялась, вообще она с пенкой получается. Как только пена поднимается, все, не даете кипеть, сразу отложите, и кофе готово. Я пью крепкий кофе, я пью без сахара кофе. Кто-то сахар добавляет. Добавляйте, но не сильно, потому что много сахара, он как бы, практически сводит на нет многие качества кофе. Ставить кофе в Фортуне, точно так же завариваю, ставлю всегда ей, потом себе. Наливаю сначала ей, потом себе. Я всегда, когда пью кофе, первым делом завариваю ей. Если я забываю ей заварить, то свой кофе ставлю ей, потом себе завариваю отдельно. Потому что уважение к силам, к богам, особенно к той богине, которая покровительствует мне столько лет и помогает, это бесспорно, это уважительно.
Вот таким образом заваривается армянский кофе. Армянский народ вообще очень любит кофе. Без кофе на жизни нету. Мы кофеманы. Естественно, вот это вот гадание, предсказание на кофейной гуще у армян очень развито. Вообще говорят, что армяне настолько сильны в магии, и в каждой армянке есть что-то магическое, притягательное. Именно поэтому этот народ проходит очень много трудностей, то есть расплата за магию считается. Хотя я не считаю, что это совсем уж правильно. Мне кажется, это распространили больше христианские священники. Но в любом случае то, что есть притягательность у армянок, это бесспорно. Вот, мы такой народ, и слава богам. А кофе армянский вот так заваривается, собственно, объяснила. И марки кофе, говорю, рояль или двин. Двин реже можно найти, рояль чаще. Там, где продается табак, благовония и прочее, там обязательно есть и армянский кофе. Есть еще турецкий кофе, там, по-моему, Бекташага как-то называется. Но он очень крепкий. Турецкий кофе, он немножко такой вонючий, если честно. Вот он настолько так идет запах, как сырости какой-то. Не знаю, он тоже крепкий, он тоже вкусный, да, вот такого типа. Но армянский кофе немножко другого типа, потому что армяне сушат, потом вот это вот, он очень тонко молотый и сохраняет, самое главное, ядро кофе, потому что вот этот кофеин, если удаляется, то смысла нет в кофе вообще. Кофеин должен сохраниться хотя бы 30%. Лучше перемолоть самим, потому что когда молотый кофе, он теряет 30% своего настоящего вкуса и силы. Но нет времени на это все дело. И так сойдет. Это тоже неплохо. И не то, что неплохо, очень даже хорошо. Покупайте хороший кофе, дорогой кофе. Дешевый кофе, он полон там всякой гадости. И со временем вы понимаете, что вам от этого кофе не бодрость, а наоборот головные боли прибавляются. Так что учтите. Благовоние, когда окуриваете дома, открывайте окно, хорошо проветрите. Берите хорошее благовоние. Дорогие друзья, стремитесь к хорошему. То, что дешево выглядит и стоит, может быть и выгодным кажется, но он очень опасен для здоровья, потому что в этих дешевых благовониях очень много химии. Очень много всякой химии, ароматизаторов. Неестественно, они забивают сосуды мозга. Начинаются головные боли, начинаются проблемы с давлением. Вот мой вам совет. Собственно, сейчас и Фортуне покажу, как завариваю кофе. То есть, какая у нее чашка. У нее из мрамора чашечка. Оникс, ну, это мрамор. Разноцветный мрамор. Вот это чашечка Фортуны из мрамора, из оникса. Здесь от благовоний пыль. Нужно вытереть. Чуть позже займусь этим. Я всегда ставлю кофе, протираю чуть-чуть статую и благодарю ее. Спасибо тебе за все, моя драгоценная, незаменимая покровительница. За все, что ты для меня делаешь. Вот, собственно говоря, так начинается наше утро, наш день и продолжается в течение дня. Всем удачи и всех благ.